Здравствуй, зритель-смотритель. Ну что, давай сегодня поговорим о такой замечательной игре, которая вышла у нас недавно, под названием New World. И для начала давайте сразу обозначим. Я высказываю свои эмоции в ходе 50 часов игры. Это мое мнение, которое я не хочу абсолютно никому навязать. И на самом деле я не знаю, что они собираются добавить 31 августа, но я играл в конечный продукт. То есть это ЗБТ, финальное ЗБТ. Итак, минусы. Ну, в первую очередь бросается в глаза эта графика, которая была год назад во время теста и осталась до сих пор совершенно без изменений. По крайней мере, я их не заметил. И обязательно найдутся такие комментаторы. MMORPG это не самая главная графика. Нет, 2021 год. И если для вас графика не является одним из критериев, то играйте в Combat. Это, конечно, браузерная ролевая игра, но в жанре RPG. Графика хорошая, я не спорю, но мы уже избалованы кастомизацией персонажей, также костюмами, которые выглядят шикарно и прелестно в других аналогичных проектах в MMORPG жанре. А тут посмотрите, что за кастомизация. Вот пример. Как написал один из комментаторов, движение персонажем — это какое-то управление болванкой, никакого взаимодействия с окружающим миром. Я имею в виду, травка двигается статично, то есть постоянно делает одно и то же движение, она не реагирует на персонажа. Из плюсов могу сказать то, что в игре есть действительно атмосфера, мистика и понятие, что этот продукт действительно цепляет. Разлом, который появляется и выглядит так. Что ты вселяешься в атмосферу этой игры. Ну и всевозможные мобы, которые очень круто прорисованы. И с интересной механикой. Смотрите только на этот шедевр. Быть может, я просто соскучился по новым мобам. Да, и еще хочу отметить, это звук. Звук в игре просто вот прям... Он шикарен, он правда офигенно проработан. Слышно, когда кто-то вдалеке рубит дерево, кто-то стреляет, кто-то кого-то убивает. Он классный. Интересный и понятный интерфейс атрибутов, навыков и оружия. Да, кстати, насчет оружия и прокачки навыков. Мне задумка очень понравилась. Что игра тебя не заставляет играть за орка с топором или гнома с кувалдой наперевес. Тут выбрал персонажа и на любом этапе переделал в метовый или нужный атрибут. Единственное условие — нужно только прокачать оружие. Меч, пика, лук, магический посох, рапира, топор, мушкет, хиллер. Одноручный топор, двуручный молот, магическая перчатка. Это очень круто, что всегда есть выбор, с каким оружием ходить, тем более на выбор. Два вида для совмещения. Допустим, мушкет с рапирой, либо меч с топором. Тут есть где фантазии разгуляться. Особо хотел бы выразить это сбор ресурсов. Блин, на самом деле это круто сделано. Что когда ты собираешь тот или иной ресурс, он исчезает. Например, дерево или огромный камень. Это и вправду очень красиво. Также
Игра поделена на фракции с ограничением на количество новых людей. То есть, если мощная фракция, которая владеет большей частью территории, то за нее нельзя вступить и тем самым еще больше ее усилить. Это очень классно, плюс фракционные войны, механика, это даже очень понравилось. Не обязательно кидать вар той или иной гильдии, а просто пришел на спот, видишь, что бегают в PvP другие фракции и начинаешь показывать свою скиллуху. Из 6 скиллов и 3 кнопок. Это смешно, конечно, но по факту. Также есть открытый voice-чат, можно поговорить с незнакомцами путем коммуникации в игре. Этого и вправду не хватает в MMORPG проектах, когда ходишь в данж или в другое мероприятие с незнакомцами. И, кстати, данжи и мобы в них, включая боссов, ну правда очень красиво, не за счет, конечно, графики, а вот просто атмосфера в этом есть. Как бы Диабло на максималках. Рыбалка в игре очень залипательная, да и к тому же она полезная. Самое, что впечатлило в ней, и это показана рыба, ту, которую ты поймал. Ля ты глянь-то как красиво, хорошечно. Что это за... Что я... Катя, я твою прическу поймал. Поговорим об осадах. Я в них, конечно же, не был. Но участники все в восторге. Говорят, круто, классно, шедевр. Еще хочу. А разве не осады это то, зачем идет большинство в MMORPG проекты? Осада это как бы конечный результат твоего пути. Да, и еще могу сказать, что огромным плюсом является то, что игра платная. На данный момент она стоит в Steam. Минимальная версия 1300, максимальная 1600. Разница там в костюмчиках, во внешках, которые выдадут уже на релизе проекта. Это дает надежду на то, что будут банить читеров и остальных негодяев-подлецов. Ну и плюс не каждый малолетка сможет себе позволить эту игру. По оптимизации игры скажу так. У меня компьютер не пищит, не орет, не визжит. Говорит, все нормально, братан, играй дальше. Плюс-минус требования у игры такие же, как и Black Desert. Водички хочу попить. По поводу масштабов территории. Карта большая, да-да, именно, она достаточно большая, чтобы насладиться каждым пикселем, пока бежишь. А бегать придется очень много, и благо они добавили телепорты. Я просто вспоминаю, с какой карты начинался Black Desert. 3 территории: Баленос, Сирендия и Кальфион. И все, а потом разрослось. Думаю, что разработчики нацелены на увеличение масштабов игры. По крайней мере, хотелось бы в это верить. Так как игра через 2 недели будет пройдена нон-стоп игроками, а через 2 месяца всеми. Вот сейчас то, что я буду говорить, я чувствую, прочитаю очень много негативных комментариев. Из минусов. Но это, конечно же, квесты. Они какие-то бездушные, однообразные по своей сути. Без видео вставок. Простое прокликивание путем далее, да. Неинтересно читать в 2021 году. Хочется кино смотреть и понимать, как это было показано в самом начале игры. Аукцион привязан к городу. Если нужна шмотка, то бегайте по городам, ищите. Да, придется успевать ловить. Допустим, нашли то, что надо, и быстро телепорт в город, чтобы успеть купить. Города какие-то пустые. В плане нету тут NPC, которые поругаются на тебя, если ты их заденешь случайно. Единственное, что я вижу в городах, как другие игроки носятся от доски к складу и к аукциону. Механика боя. Не буду делать акцент на то, что здесь используются 3 кнопки на одном оружии и 3 кнопки на другом оружии те же самые. Это и так очевидно. Хотя, на первый взгляд, она покажется интересной. Но бой. Либо я бегу за тобой, либо ты беги за мной. То есть, не бои, а какие-то пятнашки. Пробил соперника он по тапкам в отхиле. И догнать практически невозможно. Персонаж не умеет плавать. Он просто ходит пешком. Это так сурово выглядит. Что-то вроде плавать для рыб. А я двуногий прямоходящий человек. Так как в игре есть передача предметов, одежды, ресурсов между игроками, то я боюсь представить, какой может быть в этой игре RMT, Real Money Trading.
Торговля за реальные деньги предметов. Причем это поначалу будет очень дорого, а со временем копейки. И в конечном итоге без вложения реальных денег на покупку игровых предметов в ней будет делать нечего. Ну, как говорится, критикуешь — предлагай. Окей, пусть будет передача предметов, оружия, доспехов, ресурсы, но они автоматом привязываются к персонажу, даже если он их и не одевал. И без возможности выставить на продажу или передать еще кому-то, так сказать, одноразовые. А если в данже с босса или моба выбил топ-шмот, то он без возможности передачи вообще. И должен стать индивидуальным тому человеку, который его выбил. Но повезло ему и повезло, выбил. И возникает вопрос, а что делать, если упало две шмотки, идентичные друг другу? Я бы предложил поставить NPC, у которого можно ее обменять. Вторую зеркальную шмотку на какую-нибудь вкусную награду. Либо обмениваешь на другой тип этой серии шмотки. Допустим, выбил два шлема, один поменял на перчатки этого сета. Выбил посох, поменял на рапиру. Вот и все, что я бы хотел сказать по игре New World. Игра на самом деле интересная для меня. Любые претензии можете оставлять в комментариях. Я вам обещаю, я их не удалю. И уж тем более банить не буду. Кроме прямых оскорблений. Твое дело оставлять комментарии, подписываться, либо ставить лайки. Об этом я не прошу. Но меня это стимулирует. Стопудово. Да. С вами был Доктор Доза. Увидимся в следующих гайдах, на стримах и на других видео. Ну что, ребят, всем пока. Отличного настроения.